Китай вступил сейчас в новую эру. Естественно, количественные показатели, на которые была вся нацелена внутренняя экономика, политика, стратегия страны, его руководство, было на достижение определенных экономических показателей. И вот эти экономические показатели теперь достигли такого уровня, что они превратились уже в качественные показатели, то есть изменение качественных показателей. Не нужно забывать, что как раз две сессии приняли решение о новой 13-й пятилетке. Это пятилетка на 16-20 год развития страны, ну, развития всего мира. Но если мы посмотрим на данные, на прогностические данные по этому периоду, то помимо того, что если мы говорим, что упал экономический показатель до 6,9% роста, нужно отметить, что показатели, например, роста ВВП или ВВП на душу населения опережают те, которые прогнозировались хотя бы в 2007 году на 16-м съезде КПК. Тогда говорилось о том, что к 2020 году по плану ВВП будет 44 триллиона юаней. А ВВП на душу населения прогнозировалось 30-31 тысяч юаней в год. Сейчас же, на сегодняшний, в 2011 году даже показатели уже обогнали те, которые были запланированы. Это говорит о том, что Китай и китайская экономика, и китайское общество вступили совершенно в новый период развития. Потом нельзя забывать о том, что Китай, он не функционирует отдельно на каком-то озере или облаке, хотя это и поднебесное, но тем не менее мы, конечно, знаем, что мы все все-таки существуем в единой системе. И те изменения, которые произошли в мире за последние годы, это кризис, глобальный кризис, экономический кризис, ситуация Европы, которая была, в общем-то, в какой-то степени непредсказуемой с мигрантами, изменили совершенно полную картину мира, как по распределению и рабочей силы, как распределению производственных мощностей, так и по различным макроэкономическим показателям. Я хочу отметить то, что мне очень понравилось высказывание Си Цзиньпиня, который говорил о том, что нам нужно сейчас строить человеческое общество с единой судьбой. И поэтому это как раз свидетельствует о том, что интеграция стран, взаимодействие, коллаборация стран будет происходить все более теснее, независимо от решений или желаний того или иного политического деятеля. Китай перестает быть мастерской мира с дешевой рабочей силой, которая поставляет продукцию во все страны мира в той или большей степени. Китай как раз стал той страной, аккумулировав большое довольно состояние, стал страной, которая повернулся к своим гражданам.